Сегодня будет очень интересный обзор одного минималистичного домика, для которого не нужно очень много места, и он построен из очень простых материалов и очень эффектно сделан. Это небольшой деревянный дом для отпуска Бруни Айленд Кабин. Это автономный дом с деревянной облицовкой в Тасмании, и его спроектировала архитектурная студия Maguire Devin. И этот дом, эта структура обставлена только встроенной мебелью. Ничего другого, кроме встроенной мебели, там нету. В чем причина? В том, что мебель является, вот интересная особенность этого проекта, в том, что мебель является элементом конструкции этого дома. Все приходит в структуру дома. Все является элементом обслуживающей его идеи. Предыстория. Компания хотела создать коттедж для клиента, который хотел уединиться, да, на 99 акрах земли, которые принадлежали ему на острове Тасмания. Тасмания — это австралийский штат, который расположен на одноименном острове. Это 240 километров к югу от самого материка Австралия. И клиентка родилась на Тайване, и она все детство провела, в традиционных японских домах. И это такая, я думаю, с детства воспитанная привычка к минимализму и к определенным таким чистым функциональным формам, но в то же время эстетским. И, соответственно, из этого выросла любовь к высоко продуманному минималистичному дизайну. И задание архитектурной студии состояло в том, чтобы вот эту вот идею схватить и спроектировать здание как предмет мебели, возможно. Ну, такие перевертыши. Предмет мебели, являющийся конструктивом, особенностью этого домика и всем, что в него нужно встроить. Перевертыши смыслов как интересно работают, и я думаю, это любопытно. И авторы проекта, описывая клиента, дают нам чуть более полное понимание ее. Она любит читать, она любит играть на скрипке, и, в общем, в этих картинках вы увидите и скрипку, и любит смотреть на звезды. Поэтому различные полки для всяких разных штук и открытые места были приоритетными в дизайне, в создании этого проекта. И это очень интересно, потому что минимализм и такие вот простые, ясные, чистые истории, и натуральный материал дерева, и это просто классно. И простой контекст. Также нужно заметить про спроектированную автономность, потому что в плане воды это будет использоваться дождевая вода, которая собирается в подземных резервуарах и снабжает вот эту вот структуру водой. А солнечные батареи на скошенной крыше, на вот этой вот характерной большой наклоненной, они вырабатывают электричество. И плюс часть этой крыши задействована под окна, то есть все достаточно очень хорошо с освещением. И часть крыши задействована непосредственно под солнечные панели. И все хорошо с энергоэффективностью. Можно считать, что у домика два этажа, но второй этаж, он похож скорее на некие антресоли, где есть одна кровать и можно, ну, такая небольшая зона. Есть окно, есть кровать, можно отдыхать. И эта зона соединяется с низом домика через простую деревянную лестницу. Также из элементов автономности есть деревянная горелка, которая может быть зажжена и обеспечивать тепло по всему дому. А также есть газ в баллонах, который нагревает воду и питает плиту. Обслуживающая структура в виде газовых баллонов и дров хранится в отдельном деревянном укрытии, ну, типа дровяника, и находится дальше по склону, чуть выше, которое... И вот этот дровяник, он одновременно служит и ширмой для скрытия вот этой вот структуры. Это любопытно. Да, и человек, если он хочет уединиться, он может пойти за дровяник. Да, почему нет? Также большинство окон выходит на юг, в сторону более открытого вида со склона. И окна не выходят в сторону леса. Окна ориентированы на то, чтобы показать больше открытого пространства. А позади у клиента лес, темный участок, и туда окна не проецируются.
И окна в крыше, они расположены чуть под углом, чтобы ловить солнечный свет. Они сориентированы таким образом, чтобы ловить просветы в структуре деревьев. Там, где может свет проникать через вот эту вот особенность, характерность растения деревьев. И, по сути, домик, он разделен на две части, которые ориентированы одна на восток, другая на запад. И этому способствуют вот эти вот огромные панорамные окна. И вот клиент, он хочет наслаждаться и восходом, и закатом. И у него есть для этого возможности. И, например, на западной палубе есть утопленная в небольшой подиум открытый, который выходит наружу, в природу, небольшая ванна под съемными настильными панелями. А внутри домика есть небольшой столик. Вот этот маленький столик, это единственная часть домика, которая не вписана, не вбита, не вшита в конструктив. То есть он ничего не держит, он просто стоит. Все остальные элементы мебели являются элементами конструктива дома. То есть они создают вот эту вот структуру, которая держит сама себя. Что интересно, пол вместе с внешней террасой, в которую вшита история с бассейном, они представляют единую плоскость. И эта плоскость снаружи и изнутри отделена большими дверьми. И эти двери как рама, как шторы раздвижные. И когда двери раздвигаются, то пол и терраса представляют собой единую большую плоскость, как такая большая чистая модернистская дорога. И ты выходишь сразу же в природу, или из природы заходишь сразу же в дом. Это очень интересная идея, объединяющая пространство, объединяющее пейзаж и архитектуру. Это любопытно. То есть получается терраса слева от домика, переходящая в внутреннее пространство домика и выходящая справа от домика. И с одной стороны имеющая ванну. Получается, как такая огромная структура. Очень интересная. Что еще интересно по материалам и эстетике, то что, например, вот эти вот террасные двери, которые открывают вид наружу, они выполнены из полупрозрачного стекла. И это такая цитата в сторону японского стиля домостроительства и японским экраном из рисовой бумаги. Они создают замкнутость и уединение в дневное время, и в то же время достаточное освещение И, соответственно, в домике есть ванна, и с той стороны, где ванна, вот как раз можно выйти на вот эту вот террасу, в которую вшит небольшой такой бассейн. Бассейн тоже ванная. И можно лежать, наслаждаться природой, ты лежишь, отдыхаешь, и это очень-очень-очень-очень вдохновляющая история. Еще немножко про материалы. Как видите, тут очень много используется дерева, и внешняя часть кабины, собственно, этого домика, она покрыта панелями из цинк-алюминиевого металла и из огнестойкой древесины, чтобы соответствовать местным правилам пожарной безопасности. В общем, мне очень нравятся такие обзоры, и их тема то, что я смотрю, изучаю, делюсь с вами, и в то же время я, например, сейчас преподаю в лесотехническом университете, преподаю концептуальное проектирование, и поэтому там для моих студентов, мне кажется, очень полезно делать такие обзоры, где показываются, как на мой вкус, очень интересные моменты и архитектуры, и урбанистики, и ландшафтного дизайна, потому что это все единая большая, связанная между собой структура. И поэтому, вот, я думаю, всем будет это очень интересно. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и если у вас есть на заметке какие-нибудь интересные проекты, ландшафт, архитектура, которые можно рассмотреть, то пишите в комментариях. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао, пока.